Всем привет, меня зовут Оля, и вы на моем канале. Выход этого видео стал возможным благодаря волшебному Inspero Giano от Hayon. Обзор этого планшета есть у меня на канале, можете посмотреть и ознакомиться более подробно. В сегодняшнем видео мы рассмотрим, как создавалась работа девочка с котом. Я покажу некоторые приемы, которые я использую часто в спецскульптах. Что ж, поехали сразу к делу. Начинаю я обычно со сферы. С помощью кисточки Move я вытягиваю такой череп или что-то, какую-то основу. Потом сразу же включаю Sculptris Pro. Сразу же сглаживаю сетку там, где нужно. Это передняя часть лица, подбородок. Череп сзади, где там будут волосы и прочее, я обычно не сглаживаю, потому что зачем? Такой способ, когда скульптишь сразу же детально лицо, без всяких рубовок и прочего, по идее неправильный. Но я привыкла так делать, и он довольно быстрый, поэтому мне нравится. Я сразу делаю веки, нос. Многие меня спрашивают, почему ты не начинаешь с болванки или там готовой головы, которые есть из ZBrush. Мне кажется, что больше эффекта и больше опыта я получаю, когда начинаю именно с чистого листа. Когда по работе что-то делаю, да, там можно использовать какие-то для ускорения работы болванки и прочее, но для спецскульпта или для какой-то тренировки я советую все-таки начинать с чего-то более простого. Примерно через 5 минут уже готова какая-то болванка лица. Уже есть губы, нос, глаза. Довольно быстрый способ. Потом, когда все это уже готово, какая-то уже детализация даже есть, я начинаю подгонять пропорции. И, конечно, нужно вставить глазные яблоки. Глазные яблоки я обычно вставляю с помощью кисточки этой с примитивами, которая... Можно вставить их на основном сабтуле, потом сделать split by mask. Или сначала подвигать, поставить, потом сделать split by mask. Но лучше их отделить все-таки на другой сабтул, чтобы они не мешали. Уши можно добавить... Я не люблю делать уши, скульптить. Их можно добавить быстро кисточкой, вот специальной, которая есть на экране. Брови я скульпчу обычным дам-стандартом, включенным Sculptris Pro. Не отделяю их чаще всего на другой сабтул, только если они прям какие-то супер детальные, какие-то супер объемные. Здесь они будут тоненькие, и я их просто нарисую цветом, скорее всего. Дальше я придумала, что эта девочка будет у меня улыбаться. Когда я скульпчу улыбку, чаще всего я делаю сначала дефолтное положение губ, и только потом из них вытягиваю улыбку. По идее, можно было сделать сразу же улыбающегося человека, но мне пока сложно так делать. После долгих мучений и разных переделок получилось какое-то такое лицо, не очень похоже пока на улыбку, мне оно не нравилось, поэтому я решила сделать шею. Вытянуть тельце и поработать немного с одеждой и волосами. Когда вам уже надоела эта работа, которую вы делаете, и вам кажется, что ничего не получается, нужно переключиться на одежду, на волосы, может быть, покрасить ее. Тоже иногда, кстати, помогает, когда кажется, что вообще не получилось, хочется бросить. Начинайте красить. Вот я сделала тело и набросала такую примерную какую-то прическу. Это тоже помогает. Не обязательно красить цветом, можно просто набросать какие-то затемнения на глазах, на губах. Здесь мне это помогло понять, что это все-таки девочка. Дальше я подумала, что девочке будет грустно одной. Нужно сделать ей какого-то котика. Я уже делала работу, в которой взаимодействуют два персонажа, девушка и собака. Я подумала, что зачем только собака, вот надо и котика сделать. Котик также начинается со сферы. Точно так же я сразу же делаю детально нос, глаза.
вставляю глазные яблоки, уши делаю. На котика получилось потратить где-то минут 20 на всю голову, 15. Дальше я вытянула ему лапки. Подумала, что он будет болтаться в руках девочки, пока он будет симметричным. Дальше я ему лапы сделала асимметричными. Для чего я делаю симметричным? Чтобы было быстрее. Но я знаю, некоторые делают сразу же в позе все и несимметрично. Мне кажется, так попроще и времени меньше тратится. Следующим шагом объединяем двух наших персонажей. Котика и девочку. У девочки уже есть наброски ручек, и их нужно поставить так, чтобы было видно, что она держит котика. Ручки я пока не стала сливать с телом, чтобы их было удобнее двигать. Котика перемещаем с помощью обычного транспоза. Часто тоже спрашивают, как вставить в позу, как поставить айпульку в позу. Чаще всего я делаю это вот так по маске, просто выделяю то, что нужно согнуть, сгибаю, потом опять выделяю, кручу, смотрю, опять выделяю, и так очень долго. Процесс позинга, он не такой быстрый, как кажется. Часто его опускают, потому что он вот такой вот скучный. Крутишь модельку, смотришь, опять крутишь, опять смотришь, подстраиваешь второго персонажа. Тут кота надо прям было подскульпчивать, потому что руки взаимодействуют с его телом, и надо было поджимать там такие эти вот локотки, там, плечи. В итоге должен был получиться эффект, как будто бы кот сейчас уже вот так вот выскользнет у нее из рук, а она его держит. И я решила оставить его примерно вот на таком этапе. Следующим этапом я решила сделать платье. Платье я обычно делаю из тельца какого-то, которое набросочно есть или финальное есть тело персонажа. Просто сплит basket point сделаю, ну как обычно. У меня есть небольшая шпаргалочка в группе о том, как сделать наплечники, по-моему, как это быстро делается вот с помощью этого способа. А можно посмотреть. Ну, примерно вот так это выглядит. Потом кисточкой Move, опять же, вытягиваем, ретопим, опять вытягиваем, подскульпчиваем, получается платьюшко. Платье было сразу не симметричное, потому что руки уже были в какой-то позе, и надо было подстроить под это. В итоге я решила не склеивать ручки с телом, потому что тогда бы склеились и пальчики. А мне этого очень не хотелось, поэтому я оставила так. Усы коту добавила с помощью кисточки обычный Curve Tube. Сначала сделала один ус, и потом размножила его на несколько. Перед тем, как красить, я обычно включаю всякие красивости вьюпорта. Это окклюзия, вакс. И включаю материал Skin Shade 4. Он такой довольно белый и самый, наверное, подходящий для покраски. А дальше начинаем красить. Первым почему-то я начала красить кота. Сначала я делаю общую заливку цветом, который будет основной у этого персонажа. Вот у меня будет, наверное, такой рыжий, полоску. Поэтому я сначала сделала основной цвет, и потом пошла к более такому, у которого меньше белый. И дальше уже полосочки нарисую. Не стесняйтесь использовать рефы. Просто так вот нарисовать полосочки не получится. Сколько бы вы котов не видели, у меня не получилось. Я полезла в интернет, нашла, как у них там эти полосочки расположены. Дальше я покрасила глаза, они будут зеленые. Глаза уже не симметричные, но в принципе симметрию можно вернуть, но я не стала заморачиваться. Глаза у него не такие уж сложные в покраске, чтобы заморачиваться с симметрией. Платье будет синим,
просто синим, без каких-то рисунков, эффектов. Но единственное, что я сделаю, это затемнение по окклюзии в складках, чтобы оно на рендере смотрелось живее, чтобы было неоднородно. И, возможно, по кавите немножко сделаю светлые вот эти вот выпирающие части. Волосы точно так же по кавите я покрасила. Ну и финально почему-то я отложила лицо девочки на последний момент. Покрасила лицо точно так же. Сначала основной цвет, и потом оттенками разбавляла. Сначала красным, потом желтым, синим. Тут очень помогли рефы, потому что красить детей очень сложно. И брови, как я говорила, я просто покрашу. Немножечко есть на них детализация с помощью кисточки Dam Standard. А так, в целом, они будут просто нарисованы. Ну, это и, наверное, и не сильно важно, потому что они не слишком объемные у нее. Дальше красим глаза у девочки. Не забывайте, что белок, он хоть и называется белок, но он не очень-то белый. И его лучше делать немного желтым, чуть-чуть, чтобы он отливал, или чуть-чуть синим такой, с оттенком. Не делайте его ярко-белым, а то он начинает светиться в кадре. У девочки глаза были симметричные, я их специально оставила симметричными, как и лицо, потому что очень сложно красить глаза, которые вот с такими вот сложными переходами. Сначала один, а потом второй. У меня по-любому получится не одинаково. Ромашку я сделала с помощью радиальной симметрии. Лепесточки можно рассадить или с помощью Array, или прям вручную их раскопировать по радиусу. Тут не принципиально. Как выглядят ромашки и прочее, я тоже подсматривала в интернетах. Как это может выглядеть в руках у детей тоже, насколько ромашка может быть большой по отношению к ребенку, тоже подсматривала в интернете. На все были реф. И уже даже после того, как был готовый скульпт, когда я его начала экспортировать и рендерить, я все еще проверяла силуэт. Как я это делала? Я закидывала в Marmoset, делала рендер, скидывала в Photoshop и смотрела его уже в 2D. Что мне там не нравится, где лучше что откадрировать, ромашку куда лучше перенести, чтобы она не сливалась по силуэту с телом. И вот так вот выглядит финал. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Все ссылочки на группы, на телеграммы, на прочее есть в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте там что-нибудь. И до новых встреч. Пока.